Всем привет! Оказывается, весной тоже бывает далеко не очень приятная погода, поэтому я сейчас в аэропорту, и мы летим искать солнце и тепло в Дубае. Но сначала мне хотелось бы кое-что рассказать. Во-первых, у меня появилась новая камера. Да, GoPro-шкой сейчас никого не удивишь, но для меня это приятное достижение. Я ее предварительно настроил, протестировал дома и надеялся, что она меня не подведет. Но забегая вперед, скажу, что камера перегревалась и что-то все равно приходилось снимать на телефон. Во-вторых, во время подготовки к поездке я узнал, что Дубай состоит из запретов. Это касается и съемки в общественных местах, и использования квадрокоптера, которого в принципе у меня и нету. Я все же решил не сдаваться и показать вам все цены такой поездки, попробовать исследовать этот город своим ходом и, конечно же, не разориться там самому. Поэтому подготовку начинаем уже на этапе сбора чемоданов. Один известный блогер любит брать с собой в путешествие гречку, а мы возьмем с собой тушенку и вот такую кашу. А еще кофе, какао и кое-что повеселее. Вылет у нас был из Минска, такси в аэропорт стоило 32 рубля. Так почему же именно Дубай? Во-первых, потому что это одно из тех мест, где весной достаточно тепло, или я бы даже сказал жарко. Во-вторых, этот город всегда привлекал своим невероятным прогрессом и безумной роскошью. И уже наконец-то хотелось посмотреть своими глазами и проверить, так ли это. Кстати, кажется, что Арабские Эмираты являются таковыми из-за наличия нефти. Но это утверждение верно всего лишь на 30%, потому что по тем данным, которые мне удалось найти, именно настолько ВВП страны зависит от нее. Также Эмираты располагают очень мощным промышленным сектором. Но одной из немаловажных статей доходов является как раз таки туризм. И чувствую я, там будет ох как дорого. А летим мы по пакетному туру, и как ни странно, иногда такой вариант поездки может оказаться более приемлемым и удобным, например, из-за ограничений по ковиду. И, что еще более интереснее, дешевле, чем вы сможете организовать это сами. В нашем случае этот тур на 9 ночей для двоих обошелся в $1720. А это, разумеется, включало в себя перелет и трансфер, который уже ждал нас, чтобы отвезти в отель. Выбирая тур, мы, конечно же, искали что-нибудь подешевле, поэтому оказались практически на самой окраине Дубая. А с крыши нашего отеля виднелся соседний Эмират Шарджа. И поселились мы в апарт-отеле Movenpick Al Mamzar. Понимая, что в Дубае питаться будет дорого, апартаменты с кухней должны были спасти ситуацию. Но несмотря на это, в наше проживание также был включен и завтрак. В целом номер оказался весьма неплохим, и я решил сделать небольшой обзор. Вот здесь есть регулировка света, кондиционера, шкаф. В нем есть утюг, гладильная доска и сейф. А еще здесь есть фен. Одно окно, но смысла у него нет особо, потому что окна выходят в такой колодец. Холодильник достаточно большой. Что у нас есть на кухне? Здесь есть чайник, чай, кофе, стаканчики, тостер и микроволновка. Также по запросу можно попросить стаканы, посуду и вот приборы для готовки. А еще было очень интересным наличие стиральной машины. Что примечательно, здесь не просто душевая кабинка, а полноценная ванная. В номере убирают каждый день. Также на всей территории отеля достаточно неплохо работает Wi-Fi, который является бесплатным. На крыше отеля на 6-м этаже находится вот такой бассейн. Вода здесь немножко подогревается. Вот здесь вот выдают полотенца. Все бесплатно. Вот здесь вот есть
джакузи. Там включается на кнопку. Можно релаксировать. К нашему удивлению, завтраки в отеле не шведский стол, но в принципе есть ссылка на меню, можно там посмотреть, ну либо пообщаться с официантом, расскажет, что есть. В целом все обычное: сосиски, омлет, каша, фрукты, чай, кофе, сок, все обычно. А еще забыл рассказать, как туристический сбор заплатили в отеле дополнительно. Было это 200 дирхам за 10 дней проживания. И сразу же после завтрака мы отправились исследовать близлежащий район и, конечно же, купить продукты. Что касается мобильного интернета, он здесь оказался дико дорогим, в районе $10 за 1 гигабайт. Поэтому от его покупки пришлось отказаться и выживать с помощью оффлайн карт и отельного Wi-Fi. Кстати, звонки через такие мессенджеры, как Viber, WhatsApp и прочее, здесь не работают. Я, например, спасался голосовыми сообщениями. После закупки в магазине мы уже с нетерпением отправились на пляж. Это было озеро примерно в 15 минутах ходьбы от отеля. А мы добрались на пляж. Уху! На другом берегу которого уже начинался все тот же соседний эмират Шарджа. Мы находимся на пляже Аль-Мумзар. Это его бесплатная часть, то есть вход сюда свободный. Здесь вот есть такие столики с зонтиками, все бесплатно. Также там за кустом не видно, есть души. Вода, кстати, в нем тепленькая, а некоторые рабочие даже не брезгуют прийти сюда помыться. В целом инфраструктуры особо нет, увидел там где-то туалеты. Вот так вот они выглядят. Но приятно, людей очень мало и самое главное, вход бесплатный. Что касается воды, она в целом неплохая, но сейчас март и немножко освежает. Так, а вот это дубайская крытая остановка. Внутри должна быть с кондиционером. Какие цветочки. И кот лежит в теньке, отдыхает, с видом на море. Ну а мы, собственно, изучаем дальше наш район. Взяли на перекус 2 шаурмы с мясом, манговый фреш. И вот здесь нам еще какие-то соленые маринованные закуски принесли. За все 32 дирхама. Шаурма оказалась не самой лучшей в нашей жизни, но для перекуса сойдет. Возможно, это специфическая для местных шаурма. Вот такие дома. Не знаю, как где, а здесь заборы настоящие. Метра в 3 высотой, если не больше. На обратной дороге решили прогуляться вдоль озера и встретили вот таких скатов. Купили на ужин вот такую рыбу с рисом. Здесь еще какие-то салатики, лепешки. Все обошлось вместе с таксами 44 дирхама. Чтобы воспользоваться общественным транспортом в Дубае, мы решили купить серебряный проездной для частых поездок, который продавался в автомате на входе в метро. Данная карта стоит 25 дирхам, но на балансе остается 19. Далее на входе просто прикладываем ее и видим актуальный баланс. 19. Стоимость проезда будет зависеть от количества зон, и это станет известно при валидации проездного на выходе. А отправились мы на метро, чтобы посетить нашу первую в этом городе достопримечательность – Дубайскую рамку. Так, у меня очередь. Списала 5, осталось 14. То есть получается, что стоимость проезда в пределах одной зоны равна 3 дирхама, 2 зон 5 дирхам, а если более 2 зон, то 7,5 дирхам. Вот она, заветная дубайская рамка виднеется, только вот что-то парк здесь обнесен забором. Смотреть пока что из-за забора бесплатно, попробуем зайти внутрь.
Ура, мы нашли вход. Так, осталось понять, как купить билет. Итак, оказалось, вход просто парк стоит 5 дирхам. Мы сейчас идем к другому входу, через который можно попасть на саму рамку Дубая. Любоваться пока что на рамку бесплатно. Вот так она выглядит снаружи. Мы еще за забором. Сейчас попробуем войти внутрь. Ура, мы прошли внутрь. Пойдем подниматься. Входной билет стоил 105 дирхам за двоих, включая таксы. Ну что ж, мы наконец-то поднялись наверх рамки. Ее высота составляет 150 метров. Отсюда открывается отличный вид на город. Вдали виднеется самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа. Но сейчас я вам покажу самое интересное, что есть у этой рамки. Да, это стеклянный пол на высоте 150 метров, который становится прозрачным, когда на него наступаешь. И, кстати, отсюда уже можно заметить, что Дубай – это пустыня с насаждениями в виде зданий, разделенная автомобильными дорогами. На выходе нас ждало небольшое погружение в Дубай будущего. После покупки билета на рамку вход в парк является свободным, поэтому можно сюда прийти, устроиться вот так в теньке под деревом и отдыхать. А вот это растет, напишите, кто знает, что это. По мне похоже на маленькие пальмы. Дальше мы отправились на пляж. А так как без интернета разобраться с общественным транспортом достаточно сложно, было решено поехать на метро, а от него каких-то 3 километра дойти пешком. Но по жаре в 30 и более градусов это может оказаться еще тем испытанием. Так, к пляжу идем уже песочком. Здесь такая жилая застройка. Везде стоят крутые тачки возле домов. Что, мы добрались еле-еле к пляжу. Там вдалеке виднеется Буль-Араб. Или как-то так. Мы на пляже Кайт-Бич. Людей здесь уже побольше, потому что это рядом с туристическим центром. Вход на пляж свободный, своими полотенцами тоже свободно. Там вдалеке виднеется Бурдж-Халифа и есть вот, наверное, уже платные лежаки, а может приотельные. Там виднеется знаменитая гостиница «Парус». Так, взял на перекус вот в такой точке воды, и картошку фри стоит это 17 дирхам. И вот такой вид на пляж. Нашли минус. Очень много катается людей на квадроциклах. Стоит постоянный гул. Так, держим путь обратно к метро. И да, Дубай это не просто город дорогих машин, а самая настоящая столица спорткаров. Их здесь просто невероятное количество, а интересный экземпляр можно встретить абсолютно повсюду. И вот ты идешь, казалось бы, чему еще здесь можно удивиться, как мимо тебя проезжает золотая Феррари, золотая, и я еле успел это снять. Ох, а эти автосалоны, это как попасть в музей мечты для автолюбителя. Это просто офигеть. Просто без слов.
Так, купили хлебушка, цена почти 8 дирхам. Так, немного впечатлений после поездки на метро. Вечером часов 6-7 как раз заканчивается рабочий день, и все рабочие едут домой. Поэтому все метро переполнено, причем вот именно этими рабочими, которые зачастую едут просто в своей рабочей одежде. Поэтому будьте с этим аккуратны, может не совсем понравится. Но при этом, кстати, работники метро достаточно интересно разруливают эту ситуацию с переполнением. Они устраивают специальные длинные очереди, чтобы как-то распределить людей. Так, докупили еще в магазине вот Кока-Колу 2 литра. И там пару бананов и пару апельсинов. Вышло это все 18 дирхам. Так, в ход пошла тушеночка с гречей. Вот так оно выглядит в разогретом виде. Тут еще овощи, купленные вчера. Всем приятного аппетита. Сегодня пятница. Это выходной день. На пляже заметно больше местных. Причем не просто местных, а, наверное, даже больше как рабочий класс. Отдыхают, купаются. Также могут устроить очереди в туалете, потому что они, я так понял, любят прийти там помыться. Причем такое чувство, что приходят целыми семьями и моются. Вот такие нюансы отдыха на бесплатных пляжах. Наша дорога от пляжа к отелю выглядела как-то так. И только потом я осознал, почему вокруг практически нет людей. Потому что эти 15 минут ходьбы в 30 и даже 40 градусную жару могут доставить сложности. В ход пошла тушенка с раутоном. Наш маленький импровизированный обед в сковородке. Всем приятного аппетита. Та-дам! А что касается дороги до ближайшего метро, то, так как мы еще не разобрались с городскими автобусами, ходили пешком, и занимало это около 30 минут. Также пришло время пополнить наши проездные, и мы решили сделать это в тех же самых автоматах. Но в первый раз это оказалось не совсем понятно, поэтому пришлось обратиться за помощью к работникам. В общем, рассказываю. Сначала кладем проездной в специальный карман, жмем «Пополнить карту», выбираем сумму и оплачиваем. Вуаля, мы готовы ехать. А отправились мы в самый крупный торгово-развлекательный центр в мире – Дубай Молл, чтобы посетить расположенный в нем океанариум. Кажется, мы нашли аквариум. Так, мы идем за билетами. Билет в кассе оказался около 300 дирхам с человека, что выглядело подозрительно дорого. Конечно же, можно было просто понаблюдать за рыбками со стороны, но мы уже были настроены попасть внутрь, поэтому мы подключились к бесплатному Wi-Fi и смогли найти билеты на сайте по 150 дирхам с человека. В эту стоимость был включен аквариум, зоопарк и наблюдение за пингвинами через стекло. Так, входим в туннельчик. Какая акула хвостом плывет. А дальше нас ждали террариумы с различными видами рыб и земноводных, а также птиц.
Вот это, например, пираньи. А вот такая рыба, делающая бесконечные круги, конечно, выглядит грустно. Мы идем к пингвинам. Спускаемся к аквариуму. В котором, кстати, также доступно и ныряние с аквалангом. Разумеется, за дополнительную плату. Далее была небольшая экскурсия о том, как выращивают различных морских обитателей. А это летучая мышь. Как будто не за стеклом даже. Хамелеон. Подвесной мост и попугая вокруг для полного погружения. И еще небольшая подсказка. Каждый билет дает скидку в 10 дирхам на покупку продуктов внутри этого зоопарка или на сувениры при выходе. А мы отправляемся на шоу фонтанов, которое проходит прямо перед торговым центром. Ура, мы выбрались наружу. Мы ждем представления фонтана. Все люди стоят на специальных точках. Все аккуратно организованы. Дистанция. Ну и, конечно же, Бурдж-Халифа. Fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. Еще одна закупка в магазине обошлась в 47 дирхам. Одна из покупок был сибас. Сейчас попробуем пожарить его на сковородке. Взяли какое-то масло, соль, перец, приправа. Увидим, что получится. Если вы думаете, брать или не брать, вот вам ответ. Начинаем наш день у бассейна на крыше отеля. Сытно кушаем. Обед роллтона с тушенкой. Проявляем находчивость, завариваем это все в сковородке. И отправляемся изучать новые места. Приехали в новую часть города. Здесь заметна какая-то цивилизация. Вот такой магазин называется Day to Day. Судя по отзывам, там очень выгодно можно купить сувениры и всякие мелочи. Напоминает наши магазины с фиксированными ценами. Сейчас посмотрим. Так, магазин однозначно рекомендую. Есть все от сувениров до еды и продуктов. Вот, закупились на 50 грамм сувенирами. Мы добрались к золотому рынку. Сейчас узнаем, что там происходит внутри. А внутри по-настоящему головокружительное изобилие изделий из золота и серебра, а также масса других драгоценных украшений. Это невозможно описать словами. Просто смотрите. Если планируете что-то покупать, то сначала проверяйте актуальную стоимость золота. Конечно же, будьте аккуратны. Всегда спрашивайте сертификат и самое главное, нужно торговаться. А если такая покупка вас не интересует, то это место все равно будет интересным для посещения и в таком случае бесплатным.
Теперь отправляемся в отель с заходом в магазин, где я решил немного показать вам цены на продукты. А мы взяли чеснок и где-то 600 грамм креветок. Отдали за все около 30 дирхам. Готовятся они очень просто, обжариваем по 2 минуты с каждой стороны и наслаждаемся. На следующий день мы пополнили наши проездные, далее с помощью метро добрались до Dubai Mall, чтобы оттуда отправиться в парк аттракционов IMG Worlds of Adventure. А так как он расположен в некоторой удаленности от города, то мы просто на выходе из метро словили такси и отправились за адреналином. Мы приехали на место, такси стоило где-то 67 дирхам. Так, мы зашли внутрь, сейчас 11:30, открывается в 12. Билеты в парк мы нашли в интернете, полазили по сайтам. С небольшой скидкой вышло по 225 дирхам с человека, то есть за двоих вышло 450 дирхам. Билеты печатать не нужно, достаточно просто показать штрих-код с телефона. Постараюсь оставить все полезные ссылки в описании к видео. Не реклама, просто как помощь таким же туристам, как и мы. Да, вы не ошиблись, парк полностью крытый. В этом, несомненно, есть свои плюсы. Мы ведь находимся в пустыне с жарой около 40 градусов. И, разумеется, минусы. Ощущение, как будто ты находишься в ангаре, никуда не деть. Сам парк разделен на 3 зоны. И, как можно заметить, людей практически не было. Но, скорее всего, нам просто повезло. Перекусили в кафешке небольшой пиццей, 59 дирхам. Чай пришлось взять в другом месте, за чай 10 дирхам. Мы провели в парке около 5 часов, взяли такси, возвращаемся обратно. Расскажу немного своих впечатлений. В первую очередь меня укачало. Во-вторых, парк, можно сказать, не сильно большой. Для взрослых, наверное, будет 4-5 действительно интересных аттракционов. В целом было неплохо. Но нам очень повезло, что сейчас нет очередей, поэтому более комфортно там находиться. Парк полностью крытый, и только одна горка, которая выходит на улицу. Теперь мы возвращаемся в центр метро, а оттуда едем на рыбный рынок. Как всегда, самым сложным является найти то место, которое никогда не видел. Мы добрались к одному из самых больших рыбных рынков. Сейчас посмотрим, что там внутри. Что ж, для меня подобные рынки всегда выглядят не менее интересными, чем какие-нибудь океанариумы. Единственная проблема — это, конечно же, запах. Покупка морепродуктов состоит из 3 этапов. Сначала покупаем рыбу. Итак, 2 краба я купил за 25 дирхам, одного осьминога на килограмм тоже за 25, и рыбка вышла, по-моему, за 20 дирхам. Отдал вот сзади на фоне рыбу на чистку, сказали подождать 20 минут, по цене вышло 7 дирхам. Вот так происходит разделка. Вот здесь указан вес рыбы и цена за ее чистку. Забираем и относим приготовить. Прямо на месте есть ресторан, в котором можно это и скушать. Но мы взяли на вынос. Взяли одну пироженку, 7 дирхам. Обратно вернулись на такси. Обошлось это все в 15 дирхам. А вот так вот выглядит наша рыбка.
И вот так вот эта красота выглядит. Что ж, сегодня мы решили начать день с отдыха у воды, поэтому пришли на ближайший к нам пляж Аль-Мамзар. Эта часть полностью бесплатная, к тому же людей было немного, и нам удалось занять такой вот зонтик со столиком. А эта машина, судя по всему, занимается чисткой пляжа. И, кстати, после себя она оставляет на песке надпись «Создаю счастье». Солнце поднималось высоко, поэтому нужно было уходить, чтобы не обгореть. Пришло время опробовать еще один способ пополнения проездного, а именно использовать приложение Dubai OTA. И здесь все достаточно просто. Сама карта у меня уже привязана, что позволяет удобно контролировать баланс. Здесь нажимаем «Пополнить», выбираем сумму и способ оплаты. После выполнения всех операций приложение просит его оценить, а сумма на балансе обновится в скором времени. Продолжаем изучать местный транспорт. Сейчас попробуем проехаться на автобусе. Наша первая поездка на автобусе не удалась, потому что пополняли карточку онлайн. И, как оказалось, ее нужно сначала пробить в метро, тогда она будет работать и в остальном транспорте. Докупили еще в этом магазине сувениров, вышло 25 дирхам. Сейчас ждем еще один автобус, попробуем проехать на нем. Ура, мы все-таки дождались автобус, лезем в отель. Валидировать проездной необходимо как на входе, так и на выходе из транспорта. Итак, автобус опробован, все отлично. Морепродукты хорошо, но у нас в ход пошла перловочка с тушенкой и овощи. Всем приятного аппетита. Используем накопленный опыт. Сейчас попробуем доехать до метро еще на автобусе. Но цену это не должно повлиять. Потому что в общественном транспорте Дубая можно делать пересадки, но с небольшой оговоркой. На это дается 30 минут. А сейчас нас ждет достаточно длительная поездка на метро, которая захватывает 3 зоны. Зато это хорошая возможность еще раз рассмотреть город. Вот это, кстати, виднеется еще один крупный торговый центр Mall of Emirates, в котором находится горнолыжный комплекс Sky Dubai. Да-да, вам не послышалось, горнолыжный комплекс со снегом в пустыне. Но несмотря на всю мою любовь к лыжам, мы приехали не сюда. Кстати, что касается проезда, Получается, списала 7,50, все отлично. а нашей целью стал престижный район Дубай-Марина, который вы, скорее всего, уже видели на завлекающих в этот город картинках. Поэтому сейчас будет дорого и красиво. Вот такой наземный переход. Там внизу вот трамвайные пути. Дубайский трамвай. И сейчас в качестве экскурсии мы прокатимся на нем. Трамвайная установка вот такая. И здесь вот стоят внутри автоматы для чекина. Проехались на трамвае, делаем сигнал. На самом деле на улице становится очень душно и жарко, поэтому, чтобы немного охладиться и переждать самое пекло, мы приехали в торговый центр Dubai Marina Mall. Благодаря кондиционерам в таких местах сейчас очень комфортно. Покупаем в Маке еду. Вышло 35-25.
А после обеда мы пришли на пляж Марина Бич. Песочек на нем приятный, но и людей здесь теснится тоже много. Рядом отели со своей территорией. Также есть вот такой надувной аквапарк. И даже можно покататься на верблюдах, как будто это какой-то премиум Египет. Душ На пляже платный, 5 дирхам 2 минуты. Ближе к вечеру мы решили прогуляться к колесу обозрения. Со стороны этот район выглядит еще эффектнее. А колесо обозрения, которое в переводе звучит как «глаз Дубая», на момент поездки еще не работало. И на данный момент закрыто на технические работы из-за проблем с проседанием почвы. На закате атмосфера внутри района была особенной, и наличие тротуаров вызывало желание пройтись по нему. На обратном пути мы заехали в магазин. Есть бананы как по 6, так и по 11 дирхам. А мы взяли вот такого чернополосого морского карася, который здесь по 15 дирхам за килограмм. А вместе с фруктами и овощами это обошлось нам в 20 дирхам. Вот так она выглядит в приготовленном виде. Всем приятного аппетита. На следующий день после вот такого обеда мы выдвинулись на остров Пальма-Джумейра. Теперь уже более уверенно подъезжаем на автобусе к метро. Там быстро пополняем наши проездные, садимся на метро. Далее на станции Дубай-Марина пересаживаемся на трамвай. И уже на нем доезжаем до отправной точки к острову Пальма. Вся наша двухчасовая поездка до монорельса Пальмы Джумейра обошлась всего лишь 7,5 дирхам с человека. Дорога лежит через вот такую парковку. Здесь нарисована дорожка. Как оказалось, монорельс ходит только вдоль ствола пальмы и имеет всего 5 станций, по сути вокруг которых вы и можете погулять. А остальное, в частности ветви, является закрытой территорией. Работает монорельс с 9 утра до 10 вечера. Стоимость проезда зависит от количества станций, но есть безлимитный проездной на весь день, который мы и взяли, раз уж добирались сюда столько времени. Стоит он 35 дирхам с человека. Вот так выглядит остановка. Похоже, даже моя камера не поверила, что мы внутри монорельса, да еще и управляемого автоматически. А мы решили исследовать этот чудо-остров с самой его верхушки. Большинство людей ушли в расположенный здесь аквапарк, а мы Вышли наружу, пытаемся найти хоть какой-нибудь выход к морю. И все, что нам удалось найти, это вот такую пустынную набережную, по которой можно погулять. Конечно же, знаменитый отель Атлантис, ну и вид на море. Хорошо, что взяли с собой перекус. Пытаясь пробраться через закрытые территории, поняли, что все-таки экскурсия с вертолета была бы более продуктивной. Набрели на такой аквариум и поехали на следующую станцию. Собственно, вот эти просветы с водой — это каналы между ветвей пальмы. А мы приехали на станцию торговый центр Накхилл-Молл. Правда, выход к нему пришлось немного поискать. Вышли наружу и отправились в одно интересное место. Так как нам все-таки хотелось посмотреть на остров хоть с какой-то высоты, мы нашли в интернете ресторан Хайбер с террасой и... Отсюда открывается вот такой вид. Видно практически половинку пальмы. Но, конечно, лучше сюда приходить в первой половине дня, когда солнце будет с другой стороны. Но ветви пальм видно. Там было достаточно дорого, поэтому мы изучили меню, быстро насладились видом и просто ушли гулять дальше.
Обошли мы через парк Аль-Аттихад к следующей станции с одноименным названием. Ну, для нас это больше как скверик. Очень много гуляют с детьми. Пришли в МАП. Стоимость 18 за 2 бургера, картошку и 1 напиток. И вот эта комбо выглядит вот таким образом. Здесь растет вот такой бамбук. Мы решили еще раз прокатиться по пальме на монорельсе. В принципе, побывать здесь интересно, но сказать, что какой-то особенный вид найти, ну, очень сложно. А теперь по парковочным стрелочкам возвращаемся обратно. А здесь я заметил, что в трамвае также есть вагон Gold класса. Это так называемый вагон первого класса, более комфортный, но и с ценой проезда в 2 раза больше обычной. Кстати, что касается метро, то здесь также есть свои особенности. Половина первого и последнего вагонов являются либо женским, либо Gold класса, что может оказаться весьма полезным в час пик. Но будьте внимательны, правила здесь никто не пытается нарушать, потому что штрафы весьма неприятные и начинаются от $30. И, так сказать, изюминкой данного вида транспорта является то, что поезда полностью автоматические, то есть машиниста в них нет. Поэтому из первого вагона открывается практически панорамный вид. Даже можно на мгновение представить себя в роли водителя. Что ж, день выдался долгим, и обратная дорога стоила нам все те же 7,5 дирхам с человека. Да еще мы зашли в магазин за продуктами, а именно за рыбой и креветками на ужин и некоторыми сувенирами для близких. Обошлось это все в 159 дирхам. Готовится такой ужин просто, а как почистить креветки я вам сейчас покажу. Отрываем шип, разрезаем панцирь, у нас для этого нашлись маникюрные ножнички, убираем кишку и готово. И вот так оно выглядит. Всем приятного аппетита. После завтрака мы решили отправиться на уже знакомый нам пляж Аль-Мамзар. Но в этот раз нас интересовала его платная часть, так называемый пляжный парк. Но будьте внимательны, здесь бывают женские дни, поэтому перед поездкой лучше это проверить. Расположен он чуть дальше, чтобы не тратить время, мы добрались на автобусе. Кстати, вход в него стоит 5 дирхам, а оплатить можно все тем же проездным. Конечно, деревья, стоящие в песке, сложно назвать парком, но это ведь пустыня. А мы продолжаем осматривать территорию и попутно искать себе место. И вот, собственно, пляж, и по первому впечатлению выглядит он неплохо. Правда, сегодня немного ветрено. Но песочек здесь мягкий и приятный. Вход в воду пологий, дно ровное и также песчаное. Очень здорово. Пляж достаточно большой. Людей сейчас практически нету, и точно такие же зонтики с лавочками, как и на бесплатной части. И с этой стороны есть выход в море, а именно в Персидский залив. Для тех, кому интересно, нашел цены. Зонтик 15 дирхам, лежак 20, а весь комплект 30. Для сравнения, зонтики на Дубай-Марине стоили около 200 дирхам. А мы расположились в теньке под зонтиком, чтобы переждать полуденное солнце. Но даже этого может оказаться недостаточно, когда на улице плюс 40. Водичка, кстати, достаточно прохладная. На обед у нас вот такой необычный и очень интересный на вкус сорт бананов. Кто знает название, напишите в комментариях. Что ж, переждав жару, мы решили прогуляться по парку. Здесь я заметил, что к каждому дереву подведены трубки, видимо для полива, и видимо в этом секрет растительности в пустыне. Также нам попалась умная лавочка с подзарядкой и Wi-Fi.
которая, судя по всему, работает от солнечной батареи. Встретили зону для более активного отдыха и даже скейт-парк, в котором активно катались дети. Поднимаемся на такой вот обзорный пункт. Откуда открывается весьма неплохой вид на город, сам парк и, конечно же, море. Территория очень ухоженная, можно сказать, что платный вход вполне себя оправдал. Мы выдвинулись обратно в отель, но дабы насладиться атмосферой, было решено пойти пешком. Сегодня четверг, и к вечеру на пляже стало заметно больше людей. Для местных это как вечер пятницы, потому что завтра здесь выходной. Мы зашли в магазин. Так, закупились еще апельсинчиками домой. На ужин мы искали что-нибудь вроде шаурмы, поэтому взяли какие-то роллы и картофель фри. И вот так это все выглядит. Всем приятного аппетита. Здесь вот такой блин, островатый, конечно, но голодные, хотим кушать. Вот и настал наш крайний день Дубая, поэтому мы решили начать наше утро в бассейне на крыше отеля. Затем приготовили с собой кус сэндвичей, плотно пообедали. Всем приятного аппетита. А так как наш вылет вечером, у нас оставалось несколько часов свободного времени и немного денег. Мы отправились в город. На улице было, как всегда, очень жарко, поэтому мы даже спрятались внутрь остановки. Но кондиционер, к сожалению, здесь не работал. Уже знакомый вам маршрут: автобус, пополнение проездного, метро. И вот мы уже возле Дубай Молл. А так, собственно, выглядят знаменитые фонтаны днем. И, конечно же, Бурдж-Халифа. Башня, напоминающая шпильку, высотой почти целый километр. А это метки для наблюдающих за фонтанов, чтобы сохранять дистанцию. Да, в 2021 году это происходило именно так. Здесь мы нашли неплохое место для фото. А рядом заметили лужайку, которая нам нужна была на Перекус вот с таким видом. Всем приятного аппетита. Дубайская стройка не останавливается ни на минуту. Затем просто отправились погулять по этому району. Добрались до противоположного берега озера Фонтанов, но самих фонтанов так и не дождались. Время поджимало, поэтому мы отправились в отель, откуда нас должен был забрать трансфер в аэропорт. Я хочу вам сказать, что аэропорт Дубая просто огромный. Это просто не передать словами. Возможно, кому-то будет полезно. Здесь были замечены вот такие классные на вид сиденья. А вот в Duty Free было очень дорого. И что же можно сказать про этот город? На мой взгляд, это интересное место, чтобы увидеть невероятное строение и дорогие авто, прыгнуть с парашютом или же просто поваляться на пляже. Но все же оно мне навевает некий лакшери Египет. Также, судя по огромному количеству автомобильных дорог и подземных паркингов, таким пешеходам, как мы, здесь будет достаточно сложно. А с учетом жары, далеко не каждому под силу. А что думаете вы? Готовы отправиться в такое путешествие, которое, кстати, в нашем бюджетном варианте обошлось практически в $2500? Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, если понравилось, и помните, что любые путешествия — это всегда здорово.